Всем привет, вы на канале Twinkie Time. Мы продолжаем проходить игру, как она называется, Death in Texas. Что это такое? Что? Ты отлично справился, жнец. Правда? Нет. Мы хотели бы сделать вид, что ты принимал верное решение. Хотели бы, да, актерских способностей не хватит. И что будет потом? Раз уж из нас двоих болтаешь, в основном ты расскажи, как все исправить. Слишком поздно. Если, конечно, ты не можешь по-быстрому отмотать время назад, перепрыгнуть в параллельный мир, добиться больших успехов, это было уже что-то. Мне как-то не по себе от мысли, что могут существовать параллельные реальности. Параллельным реальностям, наверное, тоже не по себе от мысли, что можешь существовать ты. Вперед, чудила ты таки. Ждать смысла нет. Даже не знаю, что и думать теперь. Как и я. Иногда это лучшее, что мы можем сделать. Что ж, вот и конец. Но не для нас с тобой, мы никогда тебя не оставим. Пока есть ты, будем и мы. И так оно и будет, вплоть до новой попытки. Извините, если я сейчас закончу, то я не согласна. Я имею в виду, что я не собираюсь записывать 2 минуты видео. Приехали. Подожди, это нечестно, нет. Давай. Куда? На работу? Ты меня давай не беси, да? Спасибо. Что тут? Скажи. Я поняла, что мы идем на плохую концовку, конечно, да, но дело в том, что я это, в принципе, в середине могла пресечь, как я уже и говорила, но я подумала, что почему бы и не пойти уже на ту концовку, на которую я иду. Я не думаю, что это прям, типа, она имеет место быть снова же, как я говорила. Что тут? Настраивайтесь на 98,3 FM, да поскорее, ублюдки. Радио судного дня снесет вам башню. Ваш град купит у Сандаунер новую партию оружия. Сумму сделки оценивают в много. Когда уже люди поймут, что эти прогрессивные реформы сплошная показуха. Кто бы ни был у власти, на бизнес оружейных магнатов это не влияет. Это моя последняя передача. Вода кончилась. Увидимся на том свете. Самый старый человек в мире все еще в неплохой форме. Для жнеца это апокалипсис. Хорошо. Свершилось. Не ведая, что творят люди, изничтожили себя. Стабильность, человечность, все это в прошлом. Люди стремительно вымирают. Указание найди, не убей всех, кто еще остался. Счастливого конца. Что ты говоришь в смысле? 31. Диванный выживальщик. Этот человек посмотрел сотни роликов о выживании, основательно подготовился к концу света, и все бы ничего, но однажды вода в канистре кончилась. Теперь Интерпал сидит в бункере и молится, чтобы управляемые и сборщики плоти прошли мимо. Чтобы убить время, Интерпал смотрит древнее телешоу. 114 лет. Джестус. Я прочитала Джесус, думаю, интересно. Много ли в жизни стариков радостей? А вот Джестус любит вставать первыми лучами солнца и слушать мелодичные птичьи трели. Большую часть времени Джестус проводит дома, поскольку здоровье уже не то, и выходить на улицу тяжеловато. Господи. Еще этот человек любит мороженое и бананы. Ну, вам хамбец. Потому что я делаю, как мне сказали. Сори. Попробуй мне только сейчас сказать, что у меня сейчас 2 минуты видео. Да, хамбес, это походу конец. Ой. Упс. Угу, да, это хорошо. Это хорошо. Пиздец. Что тут? Ладно, пока поговорим. Вот мы и встретились здесь в лучшем кабаке на том свете. И на этом. Знаешь, я вспомнил одну историю. Мы с парнями как-то пытались обогнуть мыс Слова Рока. Вообще-то я хотела задать тебе пару вопросов. Такие названия просто так не дают. Заглоти меня, Тритон. Прямо на горизонте появилась туча и налетел жуткий шторм. Нашу скорлупку болтала как лягушку в миксере. Многих моряков поглотила ледяная пучина. Море не прощает ни тебя, ни меня, никого.
Слушай дальше. И вдруг мы услышали песню сирен, манящую, чарующую. И нет, эти чертовки вовсе не собирались нас топить. Про сирен многое болтают, да только все это вздор и клевета. Они хотели нас спасти, да только было поздно. Слишком много моряков уже потонули в морской пучине. А потом мы выловили бочки с грогом и нализались как свиньи вместе с сиренами. Хороший пират никогда не откажется от доброй пьянки, верно? Занятная история. Я их много знаю, 1000 историй расскажу, коль желаешь. Ты слышал о многих моих подвигах, но у вашу старину Мортимера расскажи и ты о своих приключениях. Почему бы и нет? Однажды утром я проснулся. Солнце светило мне прямо в лицо. И тут я увидела это. Это были чернила и старый пергамент. А потом... Мне сказали немедленно явиться к шефу с докладом. И мне сказали, что я молодец. И я сказал спасибо. И я убежал. Это самый интересный рассказ ever. Какая чудесная, потрясающая, невероятная история. Хорошая история. Сами дам тебе кое-что. Эта штука называется фантасмалайзер. Показывает, что ты уже пила, что еще нет. Очень полезная вещь, когда ты ходишь по кабакам. Словно поболтали, уважил старика. Что ж, пора мне возвращаться в лавку, торговля ждет. О, спасибо. Прикольно. Сюда, а ты? Мой старый мрачный вестник смерти. О, да, прошел целый месяц, а мне казалось, тебя буквально вчера приняли. Говорят, ты заварил нехилую кашу, в мире какая-то жесть творится. Все тонет, горит, люди мрут пачками. Я думала, ты смог обуздать хаос, нет? Я сделал все, что мог. Что ж, теперь тебе с этим жить. Ты разрушил мир, и за тебя канцелярию расформируют. Или сейчас можно хоть что-то исправить? А вдруг можно? Не думаю, вряд ли ты станешь героем-спасителем, увы, ах. Теперь, когда у тебя почти не осталось работы, боюсь представить, что станет с канцелярией. Можно подождать, пока на смену людям не придет новая жизнь, или нет? В принципе, план хороший. Не самый лучший, но хотя бы что-то. Что ж, как насчет последнего напитка? Смерть и налоги. Я еще не вполне умею готовить этот коктейль, но стараюсь. Тут очень важен баланс. Странный вкус. А в мысли, что едва уловимый на краю сознания, вплетается яркий образ. Где-то далеко витают странные мелодии. Вы знаете тайну, она основа всего. Знание, оно трагично, неумолимо, оно все объясняет и приводит к одному знаменателю. Его трудно сформулировать, и вы пытаетесь уловить его отголосок. Давай еще. Скучный полдень уже на подходе. На вкус скучный полдень такой же, как и всегда. Волны лениво лежат берег, над башней из слоновой кости плавно пролетает мелодия гармонии. В этот раз новизны ощущений нет, но напиток все равно восхитительный. Кофе со льдом. Тепловая смерть вселенной. Ледяная сладость напитка вновь напоминает вам о том, что до конца вселенной, в принципе, осталось не так уж и много времени по космическим меркам. Кофе со льдом, тепловая смерть вселенной, это мы уже выпили, да? Молочка тоже дай. Ну, я пойду. Да, давай, покажи мне мой конец. В принципе, я не удивлена, что у нас апокалипсис, хотя, с другой стороны, я и немножко не понимаю, что нужно было делать. Делать ровно наоборот, как мне говорит начальство. Возможно. Типа, ровно наоборот выбирать все. Наверное. It is growing quieter, Grim. Not much left now.
Не осталось никого и ничего. Наступает последний день. Что он нам принесет? Творчество, талант, стремление — все это в прошлом. Тупые, ленивые, оболваненные, когда грянул кризис, жестокие хозяева просто стерли их в порошок. Они забыли, что значит мечтать. Саморазвитие они предпочли тупое существование в рядах серой массы. Их лебединая песня вот-вот смолкнет. Как бы то ни было, важно сейчас не это. Я почти дописал свою книгу. Когда я смогу ее прочесть? Уже скоро. Терпение, друг мой. Теперь, жнец, прошу меня оставить. Мне надо работать над своим великим творением, а завтра мы завершим последние дела в канцелярии. 0. Плюс 0. Прикольно. Да. Что, у нас последние дела? Давай. Давай, я смотрю. Это что? Что это такое? Ладно, окей, это странно. Это странно. Что тут? Спасите. Самый старый человек в мире скончался в возрасте 14. Теперь, когда людей больше нет, мы сможем поговорить более обстоятельно. Скоро все кончится. Почта исчадия. Смерть и налоги. Наверное, это признак. Призрак украл все налоги. Что это такое, блин? Ну ладно, я не знаю, что это, но пусть лежит, короче. Лежит тут. Привет, жнец. Вот и все. Осталось обработать одну последнюю анкету. Указания. Последний человек на земле должен умереть. Я не понимаю, что это такое. Как это работает? Как это работает? Что это такое? Ладно, я не знаю. Ладно, я не знаю. Маркус, 35. Последний человек на свете. Идет, спотыкаясь по бесконечной пустоши и предчувствуя свой скорый конец. А если я оставлю его в живых? Что будет, если я оставлю его в живых? Тут только что был какой-то вопросительный знак, или мне показалось? Только что был какой-то вопросительный знак. Точно говорю, я видела вот здесь вот где-то. Не знаю, ладно. Ладно, окей. У меня есть соблазн оставить его в живых, но смысла в этом как-то, наверное, нет. Вот. Так, стоп. Не понимаю. Я узнаю только после того, понятно. Смысла в этом уже нет, да? Я не знаю почему. Я выбрала жизнь просто потому, что мне интересно, что это даст. Я знаю, это странно. Это было странно. Да. Но я это сделал. Последний день, последнее решение. Так какой выбор ты сделал? Там был только один человек. Ты, как всегда, правдив. Как бы то ни было, одиночка уже не возродит человечество. Но нам не следует продлевать страдания этого последнего выжившего. Мы же не звери. По-моему, совсем стояли вы. Не знаю, как, но вы все устроили, да? Ну, сейчас это вполне очевидно, разве нет? Это я спланировал великую жатву. Да, не люблю людей ни капля. И ты спросишь, ну зачем? Вообще-то я не спрошу, но вы продолжайте. Я уже устал от всего этого. От этого безрадостного существования, от всех этих людей, от всех этих бесконечных размышлений о смерти. Все это бессмысленно, понимаешь? Бесконечный однообразный день сурка, который для меня никогда не кончится. Для нас никогда не кончится. Ты знаешь, как долго я всем этим занимаюсь? Я ведь и сам едва помню. Я устал, мне все обрыдло. Я мечтаю совсем покончить, но нет, никто тебя не отпустит, пока ты не сделаешь свою работу. Но если всех приберет великая жатва, тогда я ушел бы наконец на заслуженный отдых, освободился. Так что я приближал великую жатву, помаленьку, шаг за шагом. Больше не нужно поддерживать равновесие, нужда в канцелярии отпадает, и мы сможем тихо развоплотиться.
истребить всех просто потому, что вам было грустненько, как-то эгоистично, но я не буду этого отвечать, я отвечу первое. Я был вашим верным помощником. И ты великолепно справился со своей задачей. Ты свободен, жнец, осталось пара часов, можешь занять их чем угодно. Больше с тобой мы не увидимся. О, какие-то 3 чивочки. Мор шагает по планете. Общество деградировало. Человечества ничего не осталось. Вы бессильны что-либо изменить, и скоро вас развоплотят. Привет, бродяга. Ох, славно мы оттянулись, да? Трудное решение, жуткие последствия. Ну, ты наломал дров. Мир лежит в руинах, все дела, и ничего уже не попишешь. Но можешь начать все заново, если хочешь. Я могу устроить, перевернуть часы и окажешься в другой временной линии, и параллельный мир, проглоти его, кальмар. Там ты вновь обретешь друзей, наживешь врагов, испытаешь надежду и познаешь ужас. Знания и трофеи останутся с тобой, а как же иначе? Круговорот вечности и всего такого. Конец, это прям конец. Еще одна попытка, это еще одна. Короче, я так понимаю, конец это, конец, и я, если буду начинать сначала, то уже без всех своих плюшек, которые я купила. А если я сделаю еще одну попытку, то я смогу купить себе все плюшки, заработать себе все ачивочки и потом закончить со спокойной душой. Еще одна попытка я, конечно, выберу, но снимать я уже не буду. В принципе, мы поняли концепт, что... концепт, что мы... Что мы спасем мир. Типа просто делая все ровно наоборот, как он говорит, скорее всего. Или просто думая... Тихо, молчи. Давай молчи, говорю. Все, молчи, говорю. Я сейчас не буду это все читать. Почему я? Да, я просто продолжу. И... Чтоб сказать. Вот, да, у нас все осталось. Смотри, а что тут у нас есть в итоге? Мир не в огне. Пока что все еще более или менее нормально. Да. Либо просто оставлять всех в живых, и люди уже будут действовать сами, либо делать так, как наоборот, нежели он советует, нежели он говорит делать. Не знаю точно, как было бы лучше. Я довольна своей концовкой, потому что она, я повторяю, уже не первый раз, имеет место быть. И что пока проедет мотоцикл. И типа игра интересненькая, игра прикольненькая. Не знаю только, сколько здесь на самом деле концовок, 2 или может быть больше. Наверное 2, но кто знает. В любом случае, вы можете написать, какие у вас концовки были, или какие вы знаете, или как их достичь, тоже можно написать. Я для себя, возможно, ее пройду еще раз, просто чтобы получить все ачивки в Стиме. Сама игра для меня, она забавная на один раз, скажем так. Не то, чтобы она мне прям запомнится, скорее всего, я ее забуду через пару дней. Я буду помнить, что такая вот игра была, да, но не то, что она оставила у меня какой-то супер-мега-след. Она забавная, она прикольная, она на парочку вечерков нормально посидеть, почилить. И, в принципе, в ней почти нет никаких сложностей, никаких напрягов. Пройдешь ты не на хорошую концовку, как лично для меня. И ладно. Типа, есть игры, в которых плохие концовки меня конкретно будут нервировать в плане того, что если там я переживаю за каких-то персонажек, если я там если это какая-то серьезная, да, игра, там, типа The Last of Us или Baldur's Gate. Но Baldur's Gate я тоже люблю плохие концовки, поэтому не считается. Вы поняли, наверное, что я имею в виду. Вот, и пишите, как вам игра, как вам конец, который мы получили. И все. Все получается. Спасибо вам, девчата, за просмотры. Не забудьте подписаться на канал, на Инстаграм, на Твич. Также ставьте лайки, оставляйте комментарии, кликайте на колокольчик. Всем отличного настроения и до встречи в следующих видео.